Привет, меня зовут Федор, и я был на очень многих футбольных матчах мирового уровня. Я был на матче Лиги Чемпионов, Чемпионата мира, Лиги Европы. Я реально видел своими глазами лучшие команды и лучших футболистов современности. Но после того, как я увидел аргентинский футбол и здешний уровень запредельного фанатизма, ребят, я понял, что я в футболе не видел ничего. Я захотел снять для вас полноценный фильм про аргентинский футбол, который объяснил бы его феноменальность, который показал бы его с разных сторон и на разных уровнях. А также в конце видео я приведу вам причины, почему Аргентина является самой футбольной страной в мире. Это факт для меня уж так точно. Аргентинский футбол действительно лучший в мире. И сейчас я вам это докажу. Но я думаю, начать рассказывать про аргентинский футбол нужно по порядку. С самого первого матча, который я здесь посетил. Да не просто матча. Легендарнейший турнир Копа Либертадорес. И всегда невероятное противостояние аргентинской команды против бразильской. Причем неважно, какие команды играют, это всегда жесткое дерби. Вот эта вот пробка, короче, идет прямо на въезд на стадион. Мы едем по бочке, у нас, слава богу, таксист, которому плевать на правила. А вот, смотри, Маш, спереди идет автобус фанатский, там с него флаги торчат. О, все, я прям уже заряжаюсь этой атмосферой. Знал бы я тогда, что уже через пару месяцев я и сам буду ехать на стадион в таком же автобусе. Но возвращаемся к сегодняшней игре. Отстояв довольно большую пробку, мы наконец подъезжаем к стадиону Мария Кемпес. Судя по количеству припаркованных машин, которые паркуются просто везде, на всех газонах, народу сегодня будет полный стадион. Я правильно понимаю, что у нас сейчас мест на трибуне не будет? Мы тупо... Ты просто выбираешь. Мы просто садимся где хотим. Да. Вот эта система. А, боже, я уже предвкушаю эту вакханалию, которая там будет сейчас твориться. Я на Кубке Либертадорес. Я бы никогда и не подумал вообще, что это возможно. До выхода команд остается несколько минут, и вот тут-то и начинается настоящее волшебство. Весь стадион начинает распеваться. И несмотря на то, что сначала это происходит в полголоса, из-за того, что поют практически все, стадион уже сейчас начинает содрогаться от раскатного эха. От такого пробирают мурашки по всему телу. Даже сейчас, когда я монтирую это видео, меня просто переполняют эмоции. Надеюсь, что и у вас через экран получается проникнуться этой атмосферой. И вот команды выходят на поле. Стадион начинает петь в полную силу.
Больше всего меня поражает не то, что на стадионе очень громко поют, а то, что поют буквально все, даже центральная трибуна, чего у нас в России, например, не встретишь. Там-то поет только фанатская трибуна, которая за воротами, а здесь поют все, от мала до велика. Кстати, про фанатку. Именно там я окажусь, когда в следующий раз приеду на этот стадион. Но вернемся к футболу. Весь первый тайм Talleres больше атаковали и в конце концов забили гол за несколько минут до перерыва. В тот момент я чуть не оглох. Через несколько секунд прозвучал свисток на перерыв, и просто послушайте, как фанаты провожают свою команду. В перерыве я пошел затестить местные хот-доги, а этот мужчина угостил меня напитком. Вообще мы с моей подругой Машей в этот день получили очень много внимания от других фанатов. По нам же видно, что мы иностранцы. И меня поразило то, насколько семейная атмосфера была на стадионе. Гораздо более семейная, чем это происходит в России. Даже по отношению к тем, кто впервые пришел сюда. Во втором тайме Talleres сначала удвоили преимущество, но потом пропустили гол, что подарило нам очень нервную и интригующую концовку. Но! Вот тебе интрига. Сейчас будет, последние минуты будут очень хорошие. Да, последняя атака. Пойдет сейчас, пойдет. Но он команду от тренера ждет, без команды нельзя. Вот так закончился мой первый матч в Аргентине. Признаюсь честно, он многократно превзошел все мои ожидания. Я знал, что в Аргентине одни из самых лучших фанатов, но я не думал, что настолько. Было очень шумно, очень весело и местами очень трогательно. Особенно меня впечатлило огромное количество детей на трибуне или наоборот очень немолодых людей. Я к этой теме еще неоднократно вернусь, ведь футбол в Аргентине это очень семейная тема, причем дети здесь не статисты, они порой тут самые яркие и громкие фанаты. Это был первый матч, на который я попал за очень долгое время, и эмоции непередаваемые, настоящая эйфория. Очень болят уши, на самом деле. Левое ухо, в него накричали очень нормально, с непривычки. Конечно, аргентинцы бешеные в этом плане. Что меня поразило? Аргентинская провинция. В городе с населением меньше 2 миллионов человек собирается почти полный 60-тысячный стадион, и это только одна из многих крупных команд. В Кордобе есть еще Бельграно, Института, есть клуб Racing из Кордобы.
И у каждого из этих клубов есть свои большие стадионы, которые почти всегда заполняются. Если сложить вместимость всех стадионов в Кордобе, то получится, что в этом городе активно болеет непосредственно на стадионе каждый 10-й человек. Вы вообще можете себе такое представить? Это что вообще за статистика? Это безумие. А теперь добавьте к этим фанатам еще тех, кто болеет за Боку и Ривер. Ведь фанатов в футболках этих столичных грантов вы будете наблюдать в большом количестве в любом районе Кордобы. Кстати, про Боку и Ривер. Это не только самое горячее противостояние в Аргентине. Это дерби считается одним из старейших и безумнейших во всем мире. Мне очень хотелось бы показать вам, каково это побывать на таком дерби. И я, конечно же, обязательно на него попаду, чего бы мне это ни стоило, но в следующий раз. А в этот раз я посетил стадион Боки и Ривера по отдельности, что и покажу вам. Так что погнали в Буэнос-Айрес. Нас ждут два великолепных стадиона: Монументаль и Ла Бомбонера. Автобусы просто с двух сторон дороги. Это все автобусы с фанами Ривера. Я так понимаю, из разных городов. Офигеть. Ну, я был, конечно, на Ташерес, но... Это несравнимо. Это несравнимо абсолютно. Кстати, что-то здесь затесался автобусик в цветах Боки, смотри, сине-желтый. Интересно. Офигеть. Я сейчас такой замес пойду, Боря. Жалко, что ты со мной не пойдешь, конечно. Просто сколько мы автобусов проехали? Сотни-две автобусов было? Да, много. Много? Очень много. Очень много полиции и жесткий запах пиротехники и пива вокруг. Боже, я вот не представляю, как люди, которые здесь живут в этих домах, как они могут не болеть за Ривер, и в то же время, как их это, наверное, все достало, что у них все перекрывается раз в неделю стабильно, когда игры проходят. Так, я приоделся, чтобы никого не обидеть. Вот, если пойду на Боку, тоже куплю себе Панаму. И Панаму Ташерес обязательно куплю, раз я был на этом матче. Фанаты Тигры, не обижайтесь. Вашу кепку покупать не буду, потому что я не на ваш стадион иду. Вот так вот мы уже на стадиончике. На стадиончике Ривера. Я уже слышу дребезжание стен. Стадион уже ходит ходуном, а мы только пришли. Вон уже стяги, люди прыгают. Знаете, что меня больше всего поразило именно в этом матче? С точки зрения турнирной значимости, это был очень неинтересный матч. Играет чемпион Аргентины, самая сильная команда River Plate, против абсолютно проходимой команды Тигры. Еще до начала матча всем было абсолютно понятно, что River Plate победит, причем крупно, что в принципе в итоге так и получилось. Но несмотря на все это, полный стадион пришел поболеть за свою команду. Но вы прикиньте, 85 тысяч человек пришли посмотреть на самый обычный матч. А те, кто не попал на стадион, облепили все многочисленные бары в этом районе вокруг стадиона и смотрели футбол там. Кадры, которые вы видите прямо сейчас, снял мой друг Боря, который не захотел идти на стадион, потому что билет стоил $130. Так как мы не члены клуба, у нас нет клубной карты River Plate с ним, такие были цены у перекупщиков для нас. И если вы считаете, что такая заполняемость стадиона и всех баров вокруг стадиона это безумие, то что если я скажу вам, что у клуба River Plate уже несколько десятков солдаутов подряд? Судя по той информации, которую я находил в интернете, стадион Ривера заполняется полностью на каждую игру уже больше года. А за прошлый 2023 год River Plate и вовсе стал самой посещаемой командой в мире.
Я вам честно скажу, футбол в этом матче мне не понравился. Все было слишком уж предсказуемо, понятен исход матча, нет никакой интриги. Но что мне понравилось, это то, что в Аргентине есть вот такие вот английские стадионы. Без заборов, без решеток, без траншей, которые призваны сдерживать фанатов. Те, кто считает, что в Аргентине нужно обязательно изолировать фанатов за высокими заборами, просто посмотрите на стадион Ривера. 85 тысяч человек, и ни один из них не представляет опасности. Первые ряды находятся прямо у поля. Все это классно, и мне кажется, что в идеале такой стадион должен быть у всех аргентинских команд в будущем. Поэтому главный мой итог после поездки на Монументаль: ребят, фанаты Ривера, у вас реально очень крутой стадион и реально очень много фанатов. Это безумие. Друзья, а вы знали, что гражданином Аргентины может стать абсолютно каждый? И для этого вам даже не понадобится покупать недвижимость в Аргентине или обязательно рожать здесь ребенка. Чтобы получить аргентинский паспорт согласно конституции этой страны, все, что вам потребуется, это легально прожить здесь 2 года, после чего вы можете начать процесс получения аргентинского гражданства. Для начала вам необходимо просто выбрать способ легализации, благодаря которому вы сможете легально находиться в этой стране 2 года. Если вы хотите ознакомиться со всеми возможными способами легализации, немедленно переходите на мой сайт, ну или посмотрите мое последнее актуальное видео про легализацию в Аргентине. А если у вас останутся вопросы, записывайтесь на консультацию со мной и моим юристом. Консультация длится не менее 2 часов, и по ее итогам у вас будет полноценный план действий по переезду в Аргентину. Не переживайте, найти легальные основания для жизни в этой стране можно любому человеку. За все время проведения наших консультаций у нас еще не было ни одного случая, когда мы не смогли бы подобрать подходящий вариант для нашего клиента. Вы сильно нас успокоили. Спасибо большое за помощь, за консультацию. Хорошо, спасибо вам большое. Хорошо, до свидания, всего хорошего. Мы не пожалели заплаченных денег. Я не пожалел, точно. А если после консультации вы захотите оформить юридическое сопровождение до получения аргентинского гражданства под ключ, то вас будут ждать самые либеральные и демократические цены на этом рынке услуг. Ведь у нас гражданство под ключ стоит всего от $1000 на человека в зависимости от способа легализации. Если вас привлекает перспектива жизни в самой свободной стране в мире, если бы вы хотели получить один из сильнейших паспортов планеты, который дает практически неограниченную свободу перемещений, переходите на мой сайт, записывайтесь на консультацию, и моя команда профессионалов сделает вам мягкую посадку в Аргентине. Как я и говорил раньше, в этой поездке в Буэнос-Айрес я посетил не только стадион Монументаль, но разве мог я не посетить самый известный стадион Аргентины, стадион, на котором играл Марадона. Конечно же, я говорю про легендарную Бомбонеру. К сожалению, у меня в этот день не получилось посетить стадион в день матча, но я обязательно пойду на какой-нибудь важный матч на Бомбонере, возможно, даже на Суперклассико. Так как я уже был на стадионе Ривера, я считаю, что великая Суперклассика мне стоит посетить именно на стадионе Боки. Статус самой популярной команды Аргентины — это когда день, когда даже нет матча, перед стадионом полно болельщиков. Клубной символики. Вот это называется Бока. Скоро пойдем в клубный музей, а пока что пойдем по торговым рядам посмотрим. Это Дибу Мартинес. Вообще меня поразило то, насколько этот стадион и все, что его окружает, пропитано историей и фанатизмом. Когда вы входите в район Ла Бока, вы буквально попадаете в место, где футбол как бы перемешивается с религией. Вместо икон здесь граффити с футболистами, а Марадона стоит рядом с римским папой. Каждая трещина на фасаде этого старого стадиона что-то дозначит. И если стадион Ривера после реконструкции это суперсовременная, суперкомфортная и респектабельная арена, то стадион Боки это, пожалуй, исторически главный стадион Аргентины. Фанаты Ривера, не обижайтесь, но в России, например, болельщики больше знают Боку и стадион Боки. И если показать какому-нибудь футбольному болельщику за пределами Латинской Америки вот фото этих 2 стадионов и спросить, что это вообще за стадионы и где они находятся, я уверен, что стадион Боки будут узнавать намного чаще. Знаете, те, кто вообще не увлекается футболом, даже не догадываются о том, насколько многогранен этот вид спорта. И вот противостояние Боки и Ривера — это не просто дерби 2 соперничающих команд. У них реально очень эпичная история взаимоотношений с множеством подтекстов, контекстов, предательств и прочих безумных фактов. Про это рассказывать можно очень долго. И если мой дебют
как футбольного блогера будет удачным, если вам понравится мое первое видео, я обязательно схожу на это дерби и обязательно сделаю прям целый отдельный фильм. Кстати, кому интересно, я делал мини-обзор на район Ла-Бока в своем последнем видео про Буэнос-Айрес. Ну а теперь предлагаю снова вернуться в город Кордоба и посмотреть, как наш город праздновал победу сборной Аргентины на Копа Америка. Сегодня большой день, день большой игры. Идем болеть за Скалонетту бар. Очень хороший бар здесь есть. Атмосфера в Аргентине на протяжении всего этого турнира очень напоминала мне атмосферу чемпионата мира в России, когда я там жил, или Евро-2012 в Украине, когда я жил в Украине. И это несмотря на то, что Копа 2024 проходила не в Аргентине, а вообще в другой стране, в США. Но ажиотаж был такой, как если бы турнир проходил непосредственно в Аргентине. По крайней мере, именно так это воспринимается, когда ты живешь в самом центре города и всю ночь после победы в финале слышишь у себя под окнами вот это. Спасибо Скалонетте за эти ностальгические флешбеки из 2018 года. Я горжусь тем, что я болею за эту сборную уже 10 лет, и я считаю, что после всех этих поражений они заслужили все эти титулы. Мы заслужили, все, кто за них болел. Что за победа? Impresionante, conmovedor, el aliento ahora sí. Es una final y se juega también afuera. А теперь, прежде чем я начну перечислять причины, почему же аргентинский футбол, на мой взгляд, лучший в мире, перейдем к тому, ради чего многие из вас, возможно, и открыли это видео. Визуальная порция настоящего фанатского безумия и, честно говоря, полной жести. Ведь я вступил в настоящий фанатский филиал и оказался в самом замесе, в сердце любого футбольного клуба на его фанатской трибуне. Причем для этого видео я специально выбрал не просто обычный матч, а местное дерби с принципиальным соперником. В общем, сейчас, попели песни, но это только подготовка. Там вот нас ждет автобус фанатский. И сейчас нас ждет веселые, не знаю сколько, минут 40. До стадиона будем, петь, танцевать, плясать. Будет весело. Ребята, до футбола еще несколько часов, я уже эмоционально перегружен, мне кажется. Что
Что стало для меня неожиданностью? То, что аргентинский фанатский автобус – это не то место, где собрались, ну, знаете, такие брутальные, агрессивные мужчины. Это реально больше похоже на какой-то семейный автобус, как будто несколько семей в полном составе решили собраться и поехать на пикничок. Я реально был удивлен, что половина автобуса состояла из детей или, наоборот, из людей уже более-менее преклонного возраста, а также из женщин и девушек. Потому что люди не едут на футбол ради того, чтобы найти какие-то приключения, например, подраться с кем-то, как это часто происходит с фанатскими турами в Европе. Меня поразило и тронуло до глубины души эта семейность. Реально семья, большая семья. И меня приняли в эту тусовку сразу же. Меня угощали, мне дали футболку клуба, чтобы я, как и все, был в клубной атрибутике. И вообще, пока мы ехали до стадиона, наверное, больше часа, время на самом деле пролетело весело и незаметно. Хотя некоторым болельщикам пришлось немного отдохнуть, чтобы на самом матче иметь силы отжигать по полной. А когда мы попали на стадион, я вообще понял, что на этом матче фактическое количество фанатов превышает вместимость стадиона. Кстати, это неудивительно. Количество активных болельщиков Ташерес превышает вместимость этого стадиона. Под активными болельщиками я называю держателей клубных карт, ну то есть абонементов. А этот матч, между прочим, дерби. Сколько там вместимость стадиона? 55 тысяч? Ну, мне кажется, что на этом матче было не менее 70. Сам матч был интересный, напряженный. В первом тайме голов команды не забили. После перерыва я решил подняться повыше и снять для вас верхний фанатский ярус, на котором располагался оркестр. Самый большой футбольный оркестр, который я только видел в жизни. Мне кажется, что у этих ребят уже давно есть проблемы со слухом, потому что я едва простоял там несколько минут. Уровень шума был такой, что уши начинали болеть сразу же. А когда все барабанщики одновременно бьют в барабан, я чувствовал прямо, как на теле шевелится одежда. Настолько сильные были вибрации воздуха. Потом мы отправились обратно через труднопроходимую толпу к месту дислоцирования нашего филиала в середине яруса. Как раз вовремя к первому голу Ташерес в этом матче. Радовались мы недолго, институты ответили буквально через 3 минуты и забили уже свой гол, но настроение фанатов это как будто бы не повлияло. Вот я после каждого матча говорю вам какое-то послесловие, что меня там удивило и так далее. И после этого матча я понял то, насколько
аргентинские фанаты — это какие-то сверхвыносливые ребята. Я после этого матча был выжат просто как лимон. А ведь они больше часа пели и прыгали в автобусе, когда мы ехали на стадион. Потом они прыгали и пели на самом стадионе весь матч. И даже после матча, когда уже весь стадион опустел, активные фанаты продолжали петь и заряжать. И как вы думаете, что было после того, как мы вышли со стадиона? Правильно, они продолжали петь и заряжать сначала на парковке, а потом в автобусе всю дорогу домой. И когда я покинул автобус и уже ночью вышел на своей остановке в пустой город, я даже не услышал тишину. Я услышал только звон в ушах, и этот звон прекратился только тогда, когда я пришел домой и просто уснул. И это при том, что ребята из филиала еще звали меня пойти после матча в клуб на дискотеку потанцевать. Откуда у них столько сил? Это безумие. Ну а теперь, друзья, как и обещал, несколько причин, по которым Аргентина, на мой взгляд, является самой футбольной страной в мире. Первая причина одновременно и самая банальная, и самая весомая. Аргентина – действующий чемпион мира. Да и вообще за последние 10 лет ни одна сборная не собрала больше кубков, чем Аргентина. Просто вдумайтесь в эти факты. За последние 10 лет, то есть с чемпионата 2014 года, Аргентина сыграла 7 финалов, в которых завоевала 4 трофея. И это на фоне невероятных французов, которые за это же время завоевали всего 1 кубок. Следующая причина заключается в том, что Аргентина самая титулованная сборная в истории этой игры. Ведь Аргентина имеет в своем активе уже 22 титула, опережая ближайшего преследователя на 4 кубка. Даже если Бразилия будет выигрывать все следующие турниры на своем пути, ей понадобится не менее 12 лет, чтобы обойти Аргентину по этому показателю. И не забываем про то, что через год у Аргентины будет очередной шанс взять трофей в финале с чемпионом Европы за своеобразный суперкубок. В предыдущем таком финале Аргентина просто уничтожила тогдашних чемпионов Европы итальянцев. Но и также не будем забывать о том, что Аргентина первая в рейтинге сборных FIFA. Вообще поразительно, как страна, где нет ни дисциплины, как в Германии, с ее пресловутым законом 25 минут, ни системы детско-юношеского футбола, как, например, в Испании, где у клубов есть по 15 футбольных полей для молодежки, невозможности выкачивать таланты со всех своих многочисленных колоний, как это делает, например, Франция. Тем не менее, эта страна раз в пару десятилетий выращивает целые составы талантов, которые являются сильнейшими во всем мире. Ну и раз уж мы говорим про игроков, наверное, стоит напомнить про самых лучших. 2 из 3 самых величайших игрока в истории этой игры – аргентинцы. К тому же самый титулованный игрок в истории этой игры тоже аргентинец – Месси. К моменту записи этого видео у него уже 46 командных трофеев за всю карьеру. Это абсолютный мировой рекорд. Больше всего золотых мячей у Аргентины, хотя почти весь 20 век эта награда вручалась только лишь европейцам. Да там как минимум 3-4 золотых мяча принесли бы еще Марадона и Мария Кемпес, если бы награды давались не только европейцам. И еще немножко про величие. Давайте не забывать, что 2 самых знаменитых гола за всю историю футбола забиты также аргентинцам. Конечно же, я говорю про руку Бога и гол столетия в исполнении великого Диего Армандо. Ну и завершая тему сборной Аргентины, нельзя не сказать про то, что на всех турнирах Аргентина играет буквально как дома. Серьезно, вас разве не удивляет, как и меня, тот факт, что в какой бы стране ни проходил чемпионат мира или Копа Америка, 2/3 стадиона всегда заполнены аргентинцами на каждом матче своей сборной. Когда я приехал в Аргентину, я был поражен
тем, насколько же много людей тут увлекается футболом. Ты покупаешь хлеб, а продавщица тебе говорит, что она болеет за Боку. Таксист, который везет тебя куда-то, говорит, что он болеет за Бельграна. А твой учитель испанского языка, женщина, которая уже 60 лет, может поименно назвать весь стартовый состав сборной. Я на самом деле, для того, чтобы вас не утомлять, не рассказал еще очень много причин, почему Аргентина является самой футбольной страной мира. Например, про то, что большинство футбольных клубов по факту принадлежат фанатам и управляются их фанатскими сообществами. Или про то, что футбол в Аргентине настолько популярен, что часто используется как инструмент в политике. Многие причины, например, противостояние Боки и Ривера, которое считается самым горячим во всем мире, я уже озвучивал вам ранее в этом видео. Или, например, тот факт, что Ривер самая посещаемая команда в мире. И даже такое спорное явление, как Бара Бравас, не могло бы появиться в стране с низкой популярностью футбола. Бара Бравас, кто и как к ним бы не относился, реально могли бы появиться только в той стране, где любовь к своему клубу дороже собственной жизни. В начале видео я говорил им, что хочу показать аргентинский футбол на разных уровнях. И это желание возникло у меня не просто так. Здесь есть посещаемость даже на играх любительских команд и даже на играх детских команд. Для примера я решил показать вам клуб Атлетико Карлос Пас из одноименного города. Короче, чуваки ведут запись матча просто на телефон, который стоит на кронштейне. Вот представьте, есть любительский клуб, в составе которого находится несколько команд. Детские, юношеские, взрослые и даже женские команды. И у этого клуба есть свой стадион. Да, маленький, да, старенький, но он заполняется. Иногда даже сильно заполняется, если речь идет о каких-то важных матчах или дерби. У этого клуба есть даже свои спонсоры, причем спонсоры не какие-то владельцы местного микробизнеса, среди них есть вполне себе известные и узнаваемые бренды. У этого клуба даже есть договоренности о сотрудничестве с крупным университетом, и в рамках этого сотрудничества члены клуба могут получать какие-то дополнительные возможности в этом университете. Нет, это мужик. Ну! У клуба есть четкая и понятная миссия – развитие молодежи. И это находит отклик в сердцах жителей этого небольшого городка. И как следствие все это приводит партнеров. Посмотрите, как трибуна провожает маленьких футболистов, которые выступали на разогреве перед матчем взрослой команды. Любительский футбол в Аргентине реально интересный и живой, и даже на таком уровне футболист-любитель может играть внутри невероятно крутой атмосферы. Фанаты гостей, короче, просто под деревом сидят, вон там. Видишь? Ну, короче, вот, максимально трушный, максимально такой провинциальный футбольчик. Очень понравилось. Запах резиновой крошки для искусственного газона. Прям очень все аутентичненько, все очень классно. Я хочу вам признаться, когда я начинал свой YouTube-канал, именно этот выпуск про футбол я хотел сделать сильнее всего. Вообще, я фанат сборной Аргентины с 2014 года. Именно с Мундиалем 2014 года связаны очень личные ощущения. Дело в том, что как раз в тот момент в моем городе начиналась война. И понимаете, когда вся твоя жизнь буквально переворачивается с ног на голову, есть не так много вещей, которые способны тебе помочь выстоять морально. Футбол в тот момент был одной из немногих причин, которые позволяли мне помнить, что не весь мир сошел с ума. Я с нетерпением ждал каждый матч сборной Аргентины. Я смотрел, я болел за сборную, за Месси. И это реально помогало мне отвлечься. Через пару недель после того Мундиаля я уехал в свою первую иммиграцию. И знаете что? Здесь мне опять помог футбол. Своих самых первых друзей в Москве
себе я нашел вот на этой футбольной площадке и вот на этом стадионе. И даже сейчас, приехав в Аргентину, я снова нашел знакомство таким образом. Понимаете, социализация через футбол работает всегда и в любой стране. Посмотрите вот это видео про футбол и про то, почему именно спортивные сообщества, состоящие из мигрантов, выросли в самые большие мировые клубы. Следовательно, игра прекрасно объединяет до этого незнакомых людей. Футбол – отличное средство социализации. Самые известные и сильные футбольные клубы современности зарождаются в мощных индустриальных центрах и портах. Все эти изначально провинциальные города в какой-то момент своей истории получают к себе огромный приток мигрантов. А когда люди бросают свою родину и приезжают в незнакомое место, они кроме работы ищут что-то, что привяжет их к этому новому месту. И один из самых простых способов влиться в новую жизнь – стать болельщиком местной футбольной команды. Пойти на матч или в паб. В промышленных центрах следом за заводами и фабриками почти сразу появляются футбольные клубы. Чтобы найти друзей и единомышленников, тебе не нужно досконально знать историю или культуру своей новой страны. Тебе не нужно занимать какое-то определенное место в обществе. Все, что тебе нужно, это просто любить футбол. И как приятно любить футбол в стране, где его любят реально каждый второй. И знаете что? Наверное, это главная причина, почему для меня Аргентина самая футбольная страна мира. Я просто не понимаю, как можно любить футбол сильнее, чем аргентинцы. Для многих из них футбол важнее всего на свете. И так же, как и для меня, это банальный способ уйти от суровой реальности. Понимаете, когда они на стадионе, они забывают о вечных проблемах экономики, о кризисе, о проблемах социального неравенства. Это все будет завтра. Все проблемы будут маньяна. А сегодня мы счастливы, ведь играет наша команда, мы снова увидим наших друзей и будем петь наши любимые песни. И напоследок я хочу сказать вот что. Я не знаю, буду ли я жить в Аргентине до конца своей жизни, или судьба занесет меня в еще какую-нибудь новую страну, или я вернусь жить обратно в Россию. Но что я знаю точно, это то, что я буду любить и обожать аргентинский футбол до конца своей жизни. Todo preparado, el bombo y el trapo para salir. Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón. ¿Por dónde vas? Porque la vuelta queremos dar, queremos dar. Este es el grupo Yerba Brava. En el fin de semana todo a la cancha vamos a ir. Ya está todo preparado, el bombo y el trapo para salir. Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón. Voy festejando un triunfo
vuelta